Привет, привет, унесенные неизвестно куда звуком аудиолюбители. Сегодня я хочу представить вашему вниманию пассивную акустическую систему опять от Edifier, модель называется P12. Она, по-моему, представляет интерес по той причине, что многие люди спрашивают, можно ли выкинуть усилитель и электронную часть из активных колонок мультимедиа типа Edifier, Sven и прочих и использовать их с каким-то усилителем своим. Я всегда отвечаю, что, во-первых, скорее всего нельзя, поскольку многие колонки сейчас делаются модели с применением бямпинга, и там просто нет кроссовера разделительного фильтра. Это во-первых. Во-вторых, по чувствительности динамики, которые входят в активную акустическую систему с бямпингом, иногда вообще невозможно подключить через пассивный кроссовер. Но в любом случае это довольно квалифицированная работа, и на бум сделать это вряд ли получится какой-то результат, который вас устроит. То есть, к сожалению, он может вас устроить, но это будет конкретно неправильно, это как пальцем в небо попасть. Поэтому представляет собой интерес, и, кстати, возможно, поэтому эдики заложили вот эту модель в свою линейку. Там еще какая-то есть P17, по-моему, я даже, по-моему, когда-то обозревал, но сейчас вот европейский эдик предложил мне на обзор эту модель, чем я с радостью и хочу воспользоваться. В процессе обзора мы рассмотрим различные аспекты, что можно с этим всем делать, и главное, зачем. Давайте откроем и посмотрим, что там прячется внутри. Вот передо мной одна колонка, там вторая колонка. Из компонент, которые присутствуют, аксессуаров, я вижу только кабель. Это акустический кабель, скорее всего, необходимого и достаточного качественного размера и толщины. Но, тем не менее, он есть очень хорошо, будем его использовать. И инструкция, какая-никакая мануал. Странно, но даже нет особого мануала на сайте Edifier на эти колонки, но по той простой причине, что они не имеют ни органов управления, ни органов особо развитой системы подключений, поэтому, собственно, и мануалить нечего. Но, тем не менее, есть такой вот мануал. Давайте я сейчас все это приберу и вернемся к обзору. Колонки, вероятнее всего, абсолютно одинаковые, поэтому ограничимся рассмотрением одной из них. Итак, средней тяжести колонка, очевидно, выполнена из МДФ, что как бы хорошо, то есть это не пластмасса, что аудиолюбители наши не любят. Кстати, странно, что не любят, но в смысле уже не актуально, потому что современный пластик может оказаться более уместен при исполнении колонок небольших габаритов. Но эти уже, конечно, имеют вид колонок, поэтому, возможно, дерево, то есть МДФ, и уместен в этом случае. Вот такая вот история получилась. Увлеченные вы мои. На фронтальной панели вы видите гриль, который закрывает и, возможно, снимается. Да, снимается, но с большим усилием. Я вообще такой сильный, но видите, приходится прилагать чудовищное усилие, чтобы его снять. Гриль пластмассовый, нормальный как бы. Колоночка сама вот перед вами. Чтобы закончить с периферией, сзади она выглядит вот так. Имеются клеммы подключения, некий компонент крепления на стену, к нему еще вернемся. И вот эта штучка, я не знаю, наверное, на провод удерживает, который сюда направляется. Кстати, разумная штука, потому что иногда провода вырываются там при каком-то движении неаккуратном, знаете. Снизу ножки прорезиненные и серийный номер. Сверху ничего. А впереди, как бы спереди, вот перед вами эта акустическая система. Вы видите порт фазоинвертора, лейбл Edifier, низкочастотный динамик 4 дюйма и 3/4 дюйма шелковый купольный твиттер, что как бы довольно жирно для такой простецкой
акустической пары. Ну что ж, хорошо. На задней панели указаны параметры, кратко, для того, чтобы не затерялись, которые важны для подключения этой системы в электроакустический тракт. Это важно, что сопротивление 6 Ом и мощность, необходимая для работы этой системы, вот в таком диапазоне до 20 Вт, скажем. Давайте посмотрим, что Edifier заявляет на эту акустическую систему в своем документе, и посмотрим, что еще можно будет сделать. Перед вами спецификация на эту обновленную версию старой модели Edifier P12. Это пассивные полочные колонки. Всего Edifier выпускает две таких модели. Напомню, это P12 и P17. Обзоры я делал много лет назад. Сейчас меня попросили сделать его еще раз, чтобы запустить музыку со спектроанализатором для демонстрации их возможностей. Вы видите, перечисленные фичи, они не изменились по спецификации, но примененные новые материалы, новые технологии сказались на общем качестве изделия, как полагают конструкторы. Необходимо отметить, что корпус выполнен из качественно МДФ, 3/4 дюйма твиттер и 4 дюйма, как я уже говорил, буфер, используемый в качестве излучателей этой модели. Она имеет эти характеристики, представленные здесь. Это частотный диапазон от 55 Гц до 20 кГц. Чувствительность низкая, весьма 79 дБ на ватт на метр. А мощность усилителя рекомендованная от 5 Вт до 20. Имеется в виду, что ниже 5 Вт колонки будут еще недораскачаны, а более 20 Вт, очевидно, появятся уже какие-то искажения. Сопротивление 6 Ом позволяет подключать эти колонки к усилителям, рассчитанным на подключение и 4, и 8 Омной нагрузки, что, в общем-то, универсально и удобно. Частота раздела полос аж 1500 Гц. Это невероятно низко и не очень понятно, от чего вызвано такое решение. Динамики пресечены, вес 6 кг и размеры на экране перед вами. Такие дела. Для демонстрации работы резонатора, то есть фордиза-инвертора этой системы, я сейчас покажу вам измерение импеданса. Позвольте мне продемонстрировать вам импеданс этой акустической системы, что, в общем, я уже делал в первых обзорах этой системы. Она была настроена на 60 чуть более Гц. Но я хочу вам показать график, который я снял с современной версии. Вот он перед вами. Не обращайте внимания на вот эти несуразности. Это, скорее всего, контакты подключения колонки к тестируемому оборудованию навредили. Видно, что график несколько изменился, но тренд сохранился абсолютно. То есть настройка резонатора и, собственно, импеданс без просадок весьма корректно выполнены, что говорит о том, что кроссовер выполнен примерно так же, как и был. Ну, в общем, все как и следовало ожидать. Давайте я вам дам послушать свой старый набор треков на этой системе. Или нет, сначала я вам покажу, как барабаны на ней звучат, а потом мой старый набор треков в отдельном видео, которое уже выложено на канале, есть новый набор треков на более приличной музыке. Вы сможете оценить косвенно, хоть как-то, аромат работы, так сказать, этой системы, как она звучит вот в моем тут окружении, в моем помещении. В виде заключения могу сказать, что да, вещь неплохая, но в смысле функционально, довольно полезная, если у человека есть какой-то выстраданный свой остальной тракт. Ну, имеется в виду источник сигнала, усилитель, даже кабели, может быть, какие-то любимые особо. И нет колонок, и нет возможности их самому выстругать, эту буратину, в более-менее приемлемом классе, качестве. Ну, к негативу могу сказать, что они очень сильно конкурируют с винтажом, или не с винтажом, а просто с БУ аппаратурой. Но, тем не менее, это новая современная модель, построенная с применением современных материалов, того же диффузора, того же магнит и так далее. В этих колонках сделано, в общем-то, по уму. Напомню, что компания Edifier все свои излучатели делает сама. И более того, при этом она использует и безлиховую камеру, одну из крупнейших в Азии, по крайней мере.
сертифицированную от 40 Гц, в то же время как некоторые конкуренты, у которых я был в Китае, которых я навещал и читал о них, о их оборудовании. По работе мне это нужно было. Имеют камеры, сертифицированные от 50 или даже 60 Гц. Это неплохо, в принципе, но для того, чтобы быть уверенным, что ты проектируешь ниже, оценить работу резонатора, все-таки нужно цеплять. Чем ниже, тем лучше в этом плане. Да, и у Edifier есть комплекс Клиппель, имя которого я имел честь представлять. В Германии здесь работал в этой компании. И понимаю, и вам доношу до вашего сведения, что это кардинально повышает качество этих изделий. То есть, когда я в Киеве приносил одни динамики, ну, не Edifier даже, кстати. Edifier. Edifier для колонок Lange, если вы помните, у меня такая модель была. Одному мастеру, который профессионально занимается ремонтом проакустических систем, известного на всей Украине, он сказал, что он такое сделать не сможет. Вот. Ну, мало того, что оно стоит, там $2-3, но оно еще и обладает набором параметров, достичь которого, параметров, напомню, описывающих работу басового динамика, например, там около 20. И все они находятся во взаимосвязи. Так вот, чтобы это все сгрести в кучу и получить необходимый букет, вот в той модели Lange это было архиважно. Она работала банд-пасс минимального объема какого-то. Это было очень тяжело, так вот он отказался на отрез сразу. Причем даже не спрашивая, что мы за это готовы заплатить. То есть это все достаточно серьезно, и с аппаратурой Клиппель, вот, которая помогает моделировать эти динамики, доводить их до ума, как бы, это можете быть уверенными, что это серьезно, ну, достаточно. То есть за $1 вот этот динамик, или 2, или 3 он стоит, я не знаю. Вы получаете комплект, ну, очень согласованный и годный, скажем так. Я не говорю о музыкальной ценности того, что будет звучать. Это должно быть разборчиво, да, вот, ну, на мой взгляд, как максимум. Ну и тем не менее обеспечивает некий диапазон частот, некие отсутствие искажений шумов и так далее. Итак, давайте послушаем барабаны, а потом послушаем музыку. А так пишите, звоните, пишите, комментируйте. Auf Wiedersehen, дорогие мои.